Я очень благодарна Ульяне, мне очень понравилось, как все проходило в такой миролюбивой, расслабляющей обстановке. Э, Здорово, что были перья, была бумага, мне не нужно было об этом заботиться и думать. Вот. Очень доходчиво все и понятно объяснялось. Вот. Было свободное время, чтобы все потренироваться и попробовать, пока не получится. Вот. И вот осталось очень много добрых впечатлений. Я рада, что этот опыт наконец-то в моей жизни осуществился. И вот, все очень понравилось. И теперь я понимаю, что как минимум сама или с сыном мы вместе посидим как-нибудь на досуге, вечерочком, сидим это все сделаем, потому что уже понимаем хотя бы, как это все обустроить. Я немножко поэкспериментировала, как держать то же самое перо, да, как меняется от нажатия, от напряженности или расслабленности руки, как меняется шрифт, толщина, вот, и густота самой души. И когда вот в таком спокойном состоянии это все делаешь, очень интересно. А дальше надо этим активно заниматься, или как минимум чаще, чтобы понять, что оно мне дает. Пока еще не знаю. Так, здорово. Какое-то умиротворение. Хорошее настроение. Спасибо. Да, спасибо Ульяне за то, что она нам это преподала. Мне понравилась ее подача информации. Легко заходит, какая-то такая наполненность, такая воздушность какая-то от этого всего. И, ну, все, в общем, прекрасно. Я теперь поищу свою старую ручку школьную, перьевую, и буду дома писать, тренироваться. Понравилось. Интересно. Какая-то проработка медитативное такое состояние. Какой-то внутренний процесс идет. Такое медитативное, да, спокойное, сосредоточенное состояние. Мне понравилось, хорошее чувство, приятные ощущения испытал. Вот. Некоторые буковки у меня получались вообще прекрасно. И я прямо испытывал в этот момент чувство восторга. Вот. Некоторые буковки не очень, но ничего страшного. Вот. Всем советую, каллиграфия, это классно, развивает мозг, голову, развивает мелкую моторику. Это полезно, в старости руки дрожать не будут, если вот этим заниматься. Так что всем рекомендую. Запасайтесь перьями, бумагами. И, может быть, кто-то из вас станет следующим Пушкиным. Так что лайки, подписки. Посредине самого перышка вот есть прорезь. До нее как раз можно макнуть в чернила. Вот, оно там хорошо, вот если чуть перевернуть, оно там набирается. Ну что, и тогда можно лучше положить лист вертикально. Ну, как удобно, в принципе, но лучше вертикально, так небольшие строчки получатся. И попробовать провести линию. Толще, тоньше. Тоненько это вообще без нажима. Получится тоненько-тоненько. А если нажать, то будет толсто. Перышко лучше держать так, чтобы ручка смотрела, рукоятка самого пера смотрела в плечо. Но в принципе главное, чтобы... Самое главное правило, это очень-очень важно, послушайте, пожалуйста, чтобы эти усики, они расходились равномерно. Тогда перо правильно держится. То есть иногда вот бывает, что если оно под наклоном каким-то, то получается усики неравномерно раскрываются. Одно отъезжает, а другое нет. Так можно сломать перо. Можно чуть ближе. Не очень далеко, не очень близко к рубашечке. Да, вот прям так держать его. Это близко, можно чуть дальше, иначе... Почему? Вот смотрите, если мы будем очень близко держать к рукоятке, то тогда наши пальцы замажутся чернилом. Все просто. Вот всегда, когда там окунаешь, чуть-чуть отодвигаешь, чтобы не вымазаться. Спасибо. То есть, получается, сильнее нажимаешь, а потом в конце слабее, чтобы тонкая палочка была, да? Да. И это всегда соединяет так буквы? Ой, сейчас. Раз.
и тоненько. Оторвали. Мгм. Раз и тоненько. Да, вот забыла сказать один момент. Когда мы пишем пером, это отрывное письмо. То есть мы написали одну палочку, руку оторвали, и тогда пишем вторую. Вот смотрите, мы написали сначала одну первую палочку, руку оторвали и вторую сверху. То есть это не слитное письмо. В принципе, каждую букву можно очень по-разному писать. Вот, но давайте рассмотрим сначала два варианта. Есть вариант, который идет снизу. Сначала мы нажимаем, делаем петельку. Как бы раз, и потом очень-очень... Сейчас. Очень много ничего. Сейчас. Так вот. Раз, и потом очень тоненько идет вверх. Оторвали руку. Толсто. И опять тоненько. Вот такая. Сначала мы давим, делаем большую петельку. Уходим тоненько-тоненько вверх. Отрываем руку. И толстая палочка. И тоненький хвостик. Вот такая вот. Вот можно отложить перо и прям вот почувствовать мягкость, вот эту вот плавность. Вот как будто каждый пальчик наполняется воздухом. И у тебя такая легкая-легкая рука. Вот с этим вот ощущением этих легкости и надо писать. Оно тогда меняется немножко восприятие. Не так напрягается рука. Ну вот представьте, что в каждый пальчик входит воздух, и он наполняет его, расширяет. Дыхание через пальцы. Да, да. Ну вот просто ощущение вот должно быть такое, что вот там вот воздух, вот в каждой, ну вот как будто это воздушный шарик вот в такой вот форме. Да, вот. И оно мягко-мягко. Вот можно попробовать рукой поводить, вот как вот это ощущение плавности такое. Вот. И вот с этим ощущением, когда пишешь, совсем по-другому получается. И с этой легкостью в руке пишешь вначале толще, тоньше, да, каждую палочку? Да, это как дыхание. Есть еще одна методика, когда, ну, я просто использую то и другое сразу. Когда толсто, или вот когда ты ведешь вниз, ты выдыхаешь, когда тонко вдыхаешь. Ну или вот тоже можно так вот просто глубоко вдохнул, выдохнул, и на вот этом как бы как немножко задержки раз, и вот если надо сделать очень большую петлю или какой-то очень красивый элемент, то вот именно на задержке тоже надо. Ну, просто это как успокоиться внутренне. Вот там, где усики, очень удобно ложить вот в эту ямочку, как бы. Вот мы на нее раз, вот так сразу положили, и все, он уже никуда не будет прыгать. Вот так, хоп. Тоже вот так, чик. Не соскользнет никуда, вот. Оно спокойно лежит. Да, но это на крышечку. Попробуйте сделать чуть-чуть. Вот как бы провести вот так, раз, провели, потом от нее ровненько, и так, и потом нёжь палочку. Классно. Осанку, как правильно сидеть? Ну так, чтобы руки не висели, всегда этот упор он должен быть, тогда и ровнее получится буква. Ну и не заваливаться никаким плечом никуда. Вот тоже, когда вот так заваливаешься, то буквы что же, все заваливается. Главное так ровненько сидеть, упор есть, тогда не будут руки дрожать. Вот если просто на весу, тогда очень сложно провести ровную линию. А когда есть упор, тогда можно уже ровнее. Они автоматически получаются ровнее. Вот. Это координация всего тела. И перо смотрит на плечо, да? Ну, как бы в самом таком желательном, но так или иначе нам приходится перо крутить в разные стороны. Поэтому как бы это основная позиция, а ее отхождение туда-сюда, это уже нормально. Все, что сверху вниз толстое, а снизу вверх А все тонкое. остальные, да, в бок, какие-либо еще диагонали, они тонкие. А так вот то, что сверху вниз, ну, чуть-чуть так, может, совсем диагональки, совсем легкие, тогда толстые, да. Основное, в принципе, правило, под которое, если вы начнете писать буквы все, так вот. Да, вот L есть два варианта. Сначала снизу, да, делаем петелечку, наверх бросили, сверху вниз делаем первую дужечку, бросили, и опять делаем еще одну дужечку. Раз. Вот такая будет простая буква М.
там видно? Букву М. Так же, как мы вот, в принципе, писали букву Л, да? Так, чтобы между... Второй вариант. Да, второй вариант. Так. Вторая дужечка. То есть, получается, мы разъединяем первую дужечку на две. А то есть как бы Л и И получается, да? Ну да, как бы Л и еще одна рядом палочка. Она пишется сначала, мы делаем простую ровную палочку. Обычную горизонтальную. Толстую. Оторвали руку. Чуть-чуть отступая от верха, ведем тоненько, потом толсто вниз. И такую же вторую. Толсто вниз. И уже знакомый нам завиточек. Вот такая буква Т. В общем, все, что мы ведем сверху вниз, вертикаль. А она толстая. Она толстая, всегда толстая, да, всегда. Это вот всегда толстая. А вот внизу всё хвостик остальное тонкий. тоненькое. Да, и вот это вот то, что мы делаем вот здесь вот, оно тоже тоненькое. Вот это соединение, оно тоже тоненькое. Вот оно. Тоненькое. Соединения тоненькие, а вертикалки толстые. Да, И завихрушки тоненькие. эти. да. Мгм. Все, вот основная как бы толстая, а все остальные как бы прибауточки тоненькие. Тоненько, толсто, И тоненько. Все. Там есть варианты, просто их еще как по-разному загибают. Но мне не нравятся эти вот загибы, они какие-то вот эти вот лебедушки такие. Ну, в принципе, тоже может быть. Можно так сделать. Вот смотрите, есть такой вариант не ровно делать эту палочку, да, а вот как мы пишем двойку. Вот так. Как английская S. Вот так, вот такая вариант есть. Ну, ой, так, спина кривая. Сразу вот сразу вот эти вот длинные линии, они прям на раз-два. Так. Сначала пишем большую палочку, оторвали руку и рядышком вот эту вот буковку Г. И Все. получается R, да? Да, R. Вот такая. Его надо сразу куда-то так кривать, да, чтобы... Так, А ты да. прям сильно собираешься, это вот руку расслабленную немножко. Есть еще такое классное упражнение просто для пальцев. Начинаем с тоненького, идем в бок, потом толстое и опять в бок. Вот есть вариант написания ее тоже двумя элементами. Можно ее еще делать вот так. Раз, и потом второй раз. Правильно держишь. Хвостик ей добавлять вот такой. То есть тонко, толсто, тонко, да? Нет, локоть положи, иначе не получится. Тебе же Ульяна сказала, что без упора не получится ничего. Может, немножко листик мне А, вот смотрите, да, пишем сначала букву С, а потом к ней еще палочка. И вот уже вышла буква А, маленькая. В бок сразу, а вниз. Хорошо вниз, и потом только горизонтально. Это прям она совсем неопечатанная получилась. И тогда она будет читаемая. То есть буква С, а потом завиточек толсто-тонко, да? Да, да. Ну, как и все буковки. Так, вот так. Я вот хочу распрямить. Отрываем руку. И сверху. Это первое написание. Здесь можно вот такое позволяет написать ее немножечко овальной. Мне нравится. То есть две с одной стороны и с другой стороны. Да, такой же элемент, как в S, да, справа и слева. Дужечку сильнее загибаем. Прям выписываем эту дужечку и тоненько подводим вверх. Вот здесь вот тоненько, главное очень аккуратно вести вверх, чтобы не сломать усики. Очень аккуратно ее так прям. Мне второй вариант больше нравится. Ну, он может изящнее быть из-за того, что одна сторона толстая, а другая тонкая, да? И она тоже красивая.
не знаю, мне так вот ровней. М. А можно ее чуть-чуть закруглить, и она уже будет милее. Да? Что там такого интересного? Сначала есть маленький такой вот язычочек, вот такой вот раз, ой, что-то, сейчас, простите. Вот он такой, раз. Давайте мы сначала попробуем эту штучку написать, да? Волна такая. Да, волна. Можно ее делать поменьше, побольше. То есть чем может быть же разненькая, да? А она одинаковой толщины или тоже толще, Нет, тоньше? конечно. Всегда вот это толще, тоньше, оно какой-то шарм придает букве. Она как-то становится, Ага. дышит. То, что снизу вверх тонкая, а сверху вниз толстая, да, получается в ней? Да. Можно вообще сделать такую вот прям в заглавных, да, когда мы делаем такие вот большущие штуки. Вот Подрезать будет. Вот такие буквочки. Ну, ладно, это все-таки уже заглавное. Давайте маленькую, да? Сделали вот эту вот махонькую закорлючку. И все, и переписали к ней палочку. Вот все, буква Ч вышла. Оторвали. И вот здесь туда можно чуть-чуть довести это. Все. Что там еще можно? Оса можно написать, да. Село. Село хорошее слово тоже. Понятно? Ох, красота! Ой, красота. Не снимай тут безобразие. Где красота? Я просто тоже не приспособилась. У меня другие чернила, и надо к этим чуть попривыкнуть. Так, Элда. Есть такой вот вариант именно с такой волночкой. А можно делать ровно. Так, так. Так имеете в виду? Ну, ровно, да. Оно проще, ну, не очень красиво. Мне нравится, когда вот... Сейчас надо сделать красиво эту волночку. Изгиб. Да. Ну, сейчас это какая-то, она прям некрасивая получается. Вот так вот лучше. Так. Все, и после дальше, ну ладно. Так и быть. Такое, кто уже вперед собирал. Так. Оторвали. Написали и пишем уже отдельно петелечку. Вот так вот? Да. Палочку как и потом ровно ведем. И... Ну, сейчас пока надо смириться с тем, что вот парочку букв. Рука опять вспомнит, как это там держать, так что первые буковки будут не очень. Вот здесь главное не отчаиваться, просто писать, делать, и она выйдет. Да, вот есть, вы видели книги по Скоропису, вот там есть вариант такой, что можно этот хвостик загибать в бок, вот так вот. Буква С, уже знакомый нам элемент, и приписываем к ней хвостик. Хвостики тоже бывают разные, вот можно их прям делать большие, средние, маленькие. Вот, как интересно. Интересно. Как. Остро, кругло. Из чего она состоит буква З? Она состоит из петелечки верхней и петелечки нижней. Ее можно писать как бы отрывно и безотрывно. Тут, в принципе, нет никаких. Классическая она вот так и пишется. Вот в барочной там уже другая, там она полуанглийская такая. Вот так вот, типа... Можно ее как бы делать так, чтобы она сильно... Ух ты, как получилось. Ну, в общем, всякие бараковые есть варианты. Давайте мы разберем сначала классический, да? Бросаем и доделаем вот этот вот. Можно вообще как бы... Ее можно делать безотрывно, правильно? Так, раз. И тоненько вверх. Да, ну и какой-то хвостик. А, то есть петелька вверх тоненькая, вниз толстенькая и вверх опять Да. тоненькая, да? Но можно и по-другому делать. Можно делать вот так. Тут толсто.
Тут тоже толсто. И вот здесь толсто. Вот такая. Прям вырисованная такая. Да, да, вот она прям из 3 как бы состоит из элементиков. Такая вот буковка. У нас буква Ю. Сейчас. Делаем ровную палочку. Потом хвылечку и кружочек. Вот. Ее тоже есть несколько вариантов. Вот не всем нравится вот это вот язычковое соединение. Широкое, там все такое. Можно делать ровная палочка. Потом, ну тоже как бы вариация. Эта палочка может заходить прям в кружочек. Так, ну сейчас это как-то маловато. Вот так. Ну, в общем, что-то как-то не очень красиво получается. Сейчас выведем ее. Вот такая вот, да, может быть ровненькая. С захождением. Ну что-то в этом тоже есть. Вот. Классическое ее исполнение. Просто с ровной палочкой. Ровную палочку. Потом не посередине, а чуть-чуть выше. Чуть-чуть выше. Раз. От палочки, да, ведем вверх и вниз. То есть все, что мы ведем, оно тоненькое, а потом вниз, когда опускаем, толстое. Есть. Теперь из той же точки выходим, делаем толстое. Вот так. Можно чуть-чуть ниже взять. Вот так будет поспокойнее. Это вот классическое исполнение буквы К. Сверху вот так. Но она будет больше Печатная, да? сейчас. Вот так она будет. Я бы сказала, даже скобкой. древнерусская какая-то. Ну, что-то мне так кажется. Самая простая. Да, в общем, как вариант, вот такой тоже есть. Так и вот так. Это как 2С, да? Ну да, в одну и в другую сторону. Или как буквы О, да, половинка туда и половинка. Раз. Но тут есть нюансы в том, что, ну, надо натренироваться, чтобы она была симметричная или так вот хорошо, гармонично выглядела. Как мы относимся к слову «хорошо», да? Вот так. Раз. И тоненько перечеркнули. Она тогда не такая массивная, да? Вот там же у нас 2 толстые полоски, а здесь одна толстая полоска и тоненькая, так, чик, все. Сначала один элемент, потом эта молния тоже. Она такая интересная. И второй элемент. Так, ладно, пишу еще раз. Уже можно еще вот эту вот штучку делать очень мягенькую. Вот как мы делали на N, вот такую же можно делать на G. Просто. Вот можно прям делать ее очень острую, вот эти вот кончики остро делать. Ой, что какая-то корля получается. Камера. Одну часть как бы буквы Х, потом вторую часть и перечеркиваем палочкой. Потом можно описать одну часть, перечеркивать палочкой и вторую часть. Потом есть еще проще вариант. Мы пишем букву О, только толстенькую, такую толстенькую. И перечеркиваем ее палочкой. Ну, она, конечно, не такая прям изящная, но проще. Здесь несколько вариантов. Можно писать ее сначала с кружочка, потом переписывать к ней палочку и уже вот такую. Можно наоборот, сначала делать эту вот ровную палочку, потом уже к нему приписывать кружочек и хвостик. В общем, вариантов тоже есть. Ну, как-то сейчас я там находила себе самый классный вариант, который
мы тоже пробовали, чтобы между кружочком и палочкой был небольшой промежуток. Оно тогда лучше смотрится. Чуть-чуть, в общем, сделать здесь махонькую шейку между головкой, да, и ручкой. Оставить какой-то ручкой. Да. Ножка. Может, это ножка, да. Ну, тогда туловище. Чуть-чуть, оно тогда, если не приплюснуть, там. Ну, в общем, такая вот. Букву Л, да, вот снизу мы начинаем, не доводя до верха, потом пишем, отрываем, пишем большую палочку, и потом приписываем кружочек. Ну, как бы мне больше всего нравится, когда мы пишем сначала этот кружочек, мы уже приземляем как бы на строку, да, и потом сверху мы пишем хвостик. Есть другой вариант. Можно писать вот этот кружочек, не отрывая руки, идем вверх, тоненько, аккуратно, не зажимая. Ну, потом надо какое-то ее утяжеление, какое-то, мне кажется. В общем, есть два варианта. Или мы делаем кружочек, отрываем, ну, как бы полукружие, отрываем, и сверху делаем ей шляпку. Или делаем полукружие, не отрывая руки, идем вверх, и будет она тоненькая, такое волосяное. Два составные элементы, да, разобрали. Тут язычок, он может быть чуть больше, чуть меньше. Есть те, которые прям пишут прям язык, вот прям она показывает этот язык такой вылазящий. А можно язычок делать ровным. Ну вот, в принципе, 3 написания ее. Твердые знаки, мягкие знаки, ну все. Все, по-моему, это уже все буквы. Есть разъедающие вещества, которые разъедают само перо. И если его не помыть, оно потом через какое-то время становится ржавым. Вот. Помыть обязательно с мылом, ну, чтобы жир смыл вот это вот всё. И чернильницы закрыть, то есть убрать все рабочее место. Потому что чернила имеют свойство разливаться. И испаряться. Да. Ну, эти не спиртовые. Вот есть спиртовые чернила, они прям Ну, вода же хорошо испаряются. Ну, они прям так разительно, то есть их совсем по чуть-чуть. Да. Там вот хорошо надо закрутить. Ну, какая у нас красота, да? Ой, мне получилось. Вот, самое главное, вот эти понять. Мы вот сначала и делаем. Толще, тоньше, всякие разные такие линейки. Вот. Просто как это сделать. А потом уже все буквы, их подстраивайте. Толстая, это когда мы ведем сверху вниз, а вот все, которые по диагонали или в бок, они тоненькие. Все, это как бы принцип, который работает на все буквы. Ну вот, можете А посмотреть. какой стороной как? Я вот так вот или вот так, как я держу? А, да, это тоже очень важно. Макать насколько глубоко? Да. Вот сильно глубоко тут не макнете, тут некуда сильно До макать. дна можно, да? Да, ну тут, по-моему, вот здесь вот очень много. А так, ну, в принципе, надо макать вот не глубже, чем вот этот вот разрез. Не глубже. Если прям очень много, можно тут так вот носиком спустить. Ну, в принципе, это не обязательно. Самое главное, как перо держать в руке так, чтобы эти усики, вот у него есть усики, да, вот так они стоят, чтобы они ровненько разъезжались, чтобы нигде не переворачивались, то есть не делали ни заломов. Ну, в принципе, конечно, основные такие, это когда... Сейчас, простите. Так. Спинка ровненькая, да, ну, так. И оно просто по-другому, ну, как бы можно по-другому, но это самый такой простой метод. Вот раз, вот попробуйте просто ввести, и чтобы оно получилось ровненьким. Чтобы получилась широкая линия. Если неправильно взято перо, широкой линии просто не выйдет. Поэтому просто попробуй вот эти вот широкие линии. Широкие, Чем больше тоненькие, нажим, широкие. тем... Тем шире, да, Мгм, да, всё, да, да. я